Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ирина. Сегодня мы поговорим о том, что мир будто разделяется на две части. Вроде бы одна земля, те же города, одни новости, но люди живут в разных реальностях. Одни в суете, страхах, осуждении, борьбе, другие в спокойствии, доверии, пути к себе. И это не просто про взгляды. Это про вибрации, через которые мы воспринимаем нашу жизнь. Почему так происходит? Почему одни чувствуют тревогу и хаос, а другие – внутреннюю тишину и свет? Даже глядя на одни и те же события. Сегодня давайте разберемся, что такое разделение реальностей. Мы – люди 2025 года, люди одной эпохи, одной земли, один воздух, но мы живем на разных частотах, наши клетки вибрируют по-разному. У одних вибрирует как страх, у других как любовь. Наше тело звучит, наше сердце настраивается как инструмент не из-за погоды, не из-за возраста, а из-за того, что мы думаем, как мы чувствуем, как мы живем внутри. Можно улыбаться, говорить «все хорошо», а внутри бояться, сравнивать, злиться, жить не своей правдой. Это и есть низкая вибрация. Это и есть тот мир, который мы создаем изнутри наружу. Внутренний хаос не скроешь ни улыбкой, ни словами. Он вибрирует сквозь кожу. Наше внутри становится нашим снаружи. Именно это сейчас и разделяет нас не политика, не религия, а вибрация сознания. Давайте вместе сейчас рассмотрим шкалу вибраций по Дэвиду Хокинсу с уровнями вибраций от 20 до 1000 единиц сознания, и сразу все станет понятно. Сначала рассмотрим вибрации до 200 единиц сознания. До 200 единиц – это разрушительные жертвенные вибрации. 20 единиц – позор. Здесь человек отказывается от себя. Стыд, самоуничтожение, ощущение «я ошибка». Энергия будто сползает в пустоту. 30 – вина. Постоянное внутреннее осуждение, замысли, желания, ошибки, как будто жизнь требует вечного искупления. 50 единиц – апатия, отказ жить, сил нет, воля спит, душа как в темнице. Тут часто звучит «я не могу», «я не вижу смысла». 75 единиц – горе. Здесь уже боль, но живая, потери, сожаления, слезы, разрывы. Это вибрация очищения, хоть и тяжелая. 100 единиц – страх. Энергия скована, мир кажется враждебным, человек живет в ожидании удара. Но страх – это уже зов души. Будь внимателен, ищи выход. 125 единиц – желание. Здесь есть движение, но в нем зависимость. Мне нужно, чтобы быть счастливым. Человек теряет центр, бегая за внешним. 150 единиц – гнев. Это уже огонь. Здесь появляется сила, но пока разрушительная. Гнев на других, на систему, на себя. Он может быть мостом к свободе или ножом, если его не осознать. 175 единиц – гордость. Это уже почти свет, но пока он из ума, из эго. Я знаю, как правильно, я лучше. Здесь часто теряют гибкость. И именно на этом уровне многие застревают, чувствуя себя сильными, но все еще в отрыве от истины. Но хорошая новость в том, что даже самый низкий уровень – это не приговор, а точка отсчета. Каждый шаг вверх – это возвращение к себе. Каждое осознание – это уже восхождение. Как это проявляется в жизни? Жизнь человека в низких вибрациях – это жизнь вне себя.
Это когда ты просыпаешься с тревогой и засыпаешь с виной. Это когда твое «я» не звучит, потому что все внутри занято чужими голосами. Что подумают? Я должен быть удобным, я не соответствую. Ты живешь не потому, что хочешь, а потому, что надо. Не из радости, а из страха. В этом состоянии ты даже не спрашиваешь себя, а что чувствую я? А чего я хочу? Потому что страшно, потому что не научили слышать себя, и ты начинаешь строить жизнь из боли. Выбираешь работу, чтобы доказать, отношения, чтобы не быть одному, покупки, чтобы почувствовать хоть что-то, внешность, чтобы соответствовать, но внутри все равно пусто и громко, потому что глубина требует тишины, а душа – правды. А в низких вибрациях правду слышно плохо. Там слышно много шума, осуждение, тревога, ожидание, страх ошибиться, попытка быть как надо. В низких вибрациях все борьба за любовь, за внимание, за безопасность, за место под солнцем. Ты все время в напряжении, в сравнении, в дефиците. Это как жить в чужом доме, по чужим правилам, забыв, что у тебя есть свой ключ. Только ты давно его потерял и никак не найдешь, потому что искал снаружи, у других людей, а не у себя. Давай теперь рассмотрим шкалу высоких вибраций. Это не победа над тьмой, это возвращение к свету, который всегда был внутри. С 200 единиц начинается внутренняя сила и осознанность. Уровни от 500 единиц и выше – это уже вибрации пробужденной души, вне страха и борьбы. 200 единиц – мужество. Это первая вибрация внутренней силы. Здесь человек говорит: «Да, мне страшно, но я все равно сделаю шаг». Это переход от жертвы к Творцу. Здесь начинается рост. 250 единиц – нейтралитет. Здесь появляется легкость. Нет нужды доказывать, нет сражений. Человек говорит: «Я есть, и мир тоже». Это энергия внутренней свободы и гибкости. 310 единиц – готовность. Энергия ученика, исследователя. Человек чувствует: «Я хочу знать, я открыт, я готов меняться». Здесь уже нет сопротивления жизни, есть интерес к ней. 350 единиц – принятие. В этот момент человек перестает бороться с реальностью. Он не сдается, он соглашается видеть все как есть. И в этом принятии огромная энергия ясности и любви. 400 единиц – разум. Чистая логика, глубокое понимание, системность – это вибрации ученых, мудрецов, философов. Но здесь тоже есть предел. Разум может понять многое, но не почувствовать глубину души. 500 единиц – любовь безусловная. Ни романтика, ни эмоции. Это чистая, теплая, принимающая сила. Любовь, которая не требует, не спасает, не удерживает. Я с тобой, потому что я есть любовь, без условий. 540 единиц – радость. Тонкая, глубокая, светлая – это не веселье, это восторг от самого факта бытия. Человек в таком состоянии озаряет пространство собой. 600 единиц – мир, полное растворение сопротивления, тишина, присутствие, ясность. Здесь уже нет «я» как отдельного, есть «я» есть все. 700 тысяч единиц – просветление. Этого не объяснить. Это единое поле сознания, без границ, без форм. Здесь обитают Будда, Иисус, Лао Цзы, великие души, которые не выше, а просто чистое бытие. Подняться по шкале не значит стать лучше. Это значит вернуться туда, где ты уже был когда-то, до страха, до вины, до забывания себя.
Давай посмотрим, с чего начинается путь человека к себе в высокие вибрации. Все начинается с тишины или с боли. С какого-то момента человек просто перестает верить во внешний шум. Что-то внутри шепчет: ты не для этого здесь. Вспомни себя. И пусть снаружи все вроде бы нормально, внутри рождается первый настоящий вопрос: а кто я? И как я хочу жить? А зачем я живу не своей жизнью? Это как выйти из толпы, остановиться и впервые за долгое время услышать себя. Сначала страшно, потому что привычный мир начинает сыпаться. Роли, мнения, ожидания, маски, чужие «надо» уходят, а вместе с ними ощущение, будто ты теряешь все. Да, ты и теряешь все ненужное, нелюбимую работу, ненужных знакомых, нелюбимого человека. Но на самом деле ты начинаешь находить себя. Путь к себе не всегда ровный. Иногда ты делаешь шаг и откат. Слушаешь себя и снова пугаешься. Начинаешь новое и сомневаешься. Потому что старая реальность кричит, а новая пока шепчет. Но ты идешь, потому что по-другому уже нельзя. С каждым шагом чуть больше свободы, чуть больше дыхания, чуть больше себя. И потом приходит момент, когда ты просыпаешь с легкостью, а не с тревогой. Когда ты не ждешь разрешения, а просто живешь, как чувствуешь. Когда ты не споришь с собой, не цепляешься за чужое, не нуждаешься в одобрении. Ты не отгородился от мира, ты просто вернулся в себя. И вот ты стоишь не где-то там, не в идеальной жизни, а в своей правде. Ты чувствуешь радость не потому, что все идеально, а потому, что ты есть, целый, честный, настоящий. И это победа не внешняя, а внутренняя революция. Это путь человека, который выбрал свет, даже когда было темно, который пошел в себя с радостью, с доверием, с любовью. В 2025 году мы живем не просто в меняющемся мире, мы живем в мире, который разветвляется. Все больше людей ощущают, что пространство словно разделяется. Одни выбирают путь осознанности и света, другие остаются в сценариях страха, спешки и борьбы. И это не про лучше или хуже, это про вибрационный выбор. Кто-то просыпается утром с вопросом: а кто я без ролей, масок, ожиданий? Кто-то с мыслями, как все успеть, что скажут, кому я должен. Один и тот же день, одна и та же планета, но разные реальности. Одни видят катастрофы, хаос и упадок, другие – пробуждение, очищение, перерождение. Эти два мира все еще пересекаются, но все реже, как параллельные потоки. Чем дальше, тем тише становится между ними мост. Каждый человек в точке выбора – остаться в старом или шагнуть в новое, в реальность, где жизнь строится не из страха, а из любви. Не из долга, а из честности с собой. Не из выживания, а из чувствования. Возможно, ты сейчас тоже в процессе. Не знаешь, с чего начать. Или уже начал, но стало только больнее. Это нормально. Это все часть пути. Если вам отзывается то, о чем я говорю, буду рада, если вы тоже поделитесь своей историей. Желаю вам прекрасного дня, отличного настроения. До новых встреч!